Богатырь. В некотором царстве богатырь родился. Баба-Яга его родила, вспоила, вскормила, выхолила, и когда он с Коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все 4 стороны. Иди, богатырь, совершай подвиги. Разумеется, прежде всего богатырь в лес ударился. Видит, один дуб стоит. Он его с корнем вырвал. Видит, другой стоит. Он его кулаком пополам перешиб. Видит, третий стоит, и в нем дупло. Залез богатырь в дупло и заснул. Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых. Побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые. Сам леший так испугался, что взял в охапку лишачиху с лишачатами и был таков. Пошла слава про богатыря по всей земле, и свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него. Свои боятся вообще потому, что ежели не боятся, то каким же образом жить? А сверх того и надежда есть. Беспременно богатырь для того в дупло залег, чтобы еще больше во сне сил набраться. Вот уже проснется наш богатырь и нас перед всем миром воспрославит. Чужие в свой черед опасаются. Слышь, мол, какой стон по земле пошел? Никак вон на земле богатырь родился. Как бы он нам звону не задал, когда проснется. И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, богатырь, спи». И вот прошло 100 лет, потом 200, 300, и вдруг целая 1000. Улита ехала, да, наконец, и приехала. Синица хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили. Ау, мужик! Все приделали, все прикончили, друг дружку обворовали начисто. Шабаш! А богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит, да перекатистые храпы кругом на 100 верст пущает. Долго глядели супостаты, долго думали. Могущественно должно быть онная страна, в коей боятся богатыря за то только, что он в дупле спит. Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать, начали припоминать, сколько раз насылались на онную страну беды жестокие, и ни разу богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, богатырь, рассуди безвременье наше», а он вместо того в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило. Думали, придет богатырь, мирских людей накормит, а он вместо того в дупле просидел. В таком-то году и города, и селения огнем попалило. Не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ежева.
Думали, вот придет богатырь и мирскую нужду исправит, а он и тут в дупле проспал. Словом сказать, всю 1000 лет онная страна всеми болями переболела, и ни разу богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет. Что ж это за богатырь такой? Многострадальная и долготерпеливая была онная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала и верила, вздыхала и верила, верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили страну, в коей богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на богатыря. Сперва один к дуплу осторожненько подступил. «Воняет!» Другой подошел. «Тоже воняет!» «А ведь богатырь-то гнилой!» молвили супостаты и ринулись на страну. Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату, глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, богатырь, поспешай!» Тогда совершилось чудо. Богатырь не шелохнулся. Как и 1000 лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не испускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая Дубровушка. Подошел в ту пору к богатырю дурак Иванушка. Перешиб дупло кулаком, смотрит, а у богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели. «Спи, богатырь, спи!»